Добрый день. Сегодня у нас с вами мы будем работать, размечать структуру по некоторым парам. Пары я озвучивал, точнее, вы сами мне озвучили в комментариях под утренним разбором. Я думаю, что похожую практику мы сделаем в ближайшем будущем. Это будет не только структура, это будут и точки входа. Будем онлайн вместе разбирать какие-то сетапы, какие-то сделки. Также вот уже обратились в YouTube, написали, что расскажи, почему ты вошел в биткоин, да, почему это сделал. Соответственно, я думаю, что мы сделаем это в долгосрок. Как это будет выглядеть? Мы с ребятами, которые сейчас проходят обучение, либо уже прошли обучение, мы будем вместе размещать структуру совместно на каких-то таймфреймах, которые, мне кажется, более интересны. И вы можете это посмотреть, обучиться, узнать, как это правильно делать. Так, ну что, начинаем. Первая пара, с которой мы хотели посмотреть, это был линк. Вот, что у нас по линку? По линку у нас вообще на самом деле есть интересная штука. Так, один день у нас, да. Я бы хотел вообще начать с дня. Как у нас это вообще выглядит? То есть линк технически, когда вы вообще размещаете крипту, обязательно смотрите, что вообще было на истории. То есть крипту торговать на часе... почему я хотел час? На 4 часа будем, наверное, размечать. Крипту торговать на часе немножко сложно. То есть крипту я бы рекомендовал начинать хотя бы с 4 часов. Младший таймфрейм, он будет 4 часа. И периодически посматривать, что у вас будет на дневке, на недельке. Что у нас по линку? По линку первое, что бросается в глаза, это очень большое накопление. То есть у нас технически есть вот такой вот замечательный блок. Это супер долгий рейндж. И, конечно, здесь нужно было уже переходить на более младший таймфрейм и смотреть, что здесь происходит. После того, как мы пробили этот рейндж, мы наконец-то начали делать возрастающую структуру, и здесь не что иное, как аккумуляция, манипуляция, и сейчас будет дистрибуция. Где будет заканчиваться дистрибуция? Конечно, по-хорошему я бы хотел видеть ее вот в этом районе $19. Что меня здесь радует? То есть технически мы с вами, я вот не помню, мы пришли в этот order flow или нет, но в любом случае мы сняли ликвидность ниже. Сейчас посмотрим. Честно, уже давно смотрел линк. Но я думаю, это Андрей у нас должен помнить, что я входил в линк когда-то вот в этом районе. Не помню по какой цене, но за 5 с Да, почти копейками. самое донышко было. Да. Я как раз в Телеграме в нашем и бросал эту позицию, что все, с текущих жду линк дальше. И часть этой позиции я брал на спот и до сих пор держу. Вот, но не будем себе прикидывать новые как это, достижения, да. Вот, смотрите, мы пришли в order flow, и мы пришли в order flow более старшего таймфрейма. То есть, видите, у нас вот здесь начинается огромный order flow. Так, сейчас его выделю. Ну, в таком формате вот наш огромный order flow. Причем здесь есть order flow младшего таймфрейма. Поэтому с текущих мы имеем право, в моем понимании, сейчас пытаться рисовать структуру на 4 часах с донышка, да, то есть и мы пойдем выше. Структура предыдущая, она нас технически особо не интересует, потому что мы пришли в зону старшего таймфрейма, и у нас началось какое-то движение. Ну и в моем понимании, ожидании мы пойдем куда-то повыше. То есть данная аккумуляция, она не может быть, скажем так, такой долгой. То есть здесь технически у нас 22 год май, и больше года, июнь, да, то есть год и 1 месяц у нас была просто аккумуляция, даже больше, тут чуть-чуть больше. Соответственно, здесь нет смысла искать нам вот эту вот разбирать структуру, а здесь начнем ее снизу. То есть это я вам хотел объяснить, почему я просто спущусь вот на эту свечу и буду смотреть, что здесь дальше. Хорошо? То есть и почему характер чока здесь будет такого формата. Так, давайте посмотрим 4 часа, как у нас тут это красиво выглядит. Так, сейчас еще час посмотрю, чтобы лучше понимать, что у нас здесь происходит. Ну да, час нам сильно ничего не изменит, но 4 часа будет адекватнее, потому что как у нас вообще график на 5 минутах выглядит. Опс, так, не те кнопки нажал. Ну да, видите, здесь огромное количество, как они называются, гэпы, поэтому, 5 минут график торговать по линку будет ужасно. По-моему, вообще минутка здесь Может выглядит... быть, надо было фьючерсную пару включить на более Что? чисто. Не, смотри, Фьючерсная. Binance, что касается крипты,
крипты. Это вот самая большая истина, которую я не помню, где я нашел. По-моему, тот Discord-канал уже давно не работает. Там ребята мне четко, подробно, я уже вам не объясню этими словами, но, короче, просто поверь. График, если ты смотришь крипту, график нужно смотреть Binance, именно спот. Вот. Понял. По-другому, то есть именно на Binance Spot там находятся настоящие деньги. Может быть, если я не прав, в комментариях поделитесь, объясните, почему нет, но фьючи — это просто рисованные деньги. То есть там торгуют боты, которые в один момент, то есть были примеры, когда ты торгуешь, у тебя вроде бы сверху стакан наполнен, а потом хоп, и там ни одной заявки нет. Хотя на покупку ни одной заявки не прошло. Поэтому, ну, как бы я всегда, когда анализирую, я анализирую только Binance Spot. Итак, поехали по порядку. Почему я вам показывал, что мы пришли к Order Flow? Это я показывал для того, что у нас на старшем таймфрейме, здесь руками буду рисовать, на старшем таймфрейме у нас идет именно POI. Мы пришли к POI, поэтому здесь мы будем рассматривать данную точку как чок. Да, то есть, ну, здесь крипту я точно знаю, поэтому здесь мы будем эту зону рассматривать как чок. Именно отсюда мы пойдем дальше вверх. Что мы с вами видим? Когда мы с вами сделали чок, наша задача найти первый правильный откат. Ну и сейчас я буду вас просить помогать мне. Где мы находимся с вами вот на этой зеленой свече, где у нас находится первый правильный откат? Сейчас, одну секунду. Угу. Еще варианты будут? Супер. Отлично, правильно. Здесь находится у нас первый правильный откат. Соответственно, когда мы с вами сделали первый правильный откат, в каком месте нам необходимо сделать пробой, то есть мы с вами находимся на данной свече, в каком месте нам, давайте я буду, наверное, вот так делать, то есть мы с вами находимся на данной свече, в каком месте нам необходимо сделать пробой, чтобы у нас был босс. Мы рассматривали, есть ли вообще у нас босс. Ну, в этом ордер-блоке, наверное. Так, Женя немножко поторопился. Какую точку мы должны пробить, чтобы мы, давайте переформулирую, передвигали IDM, то есть искали уже IDM. Угу. Так, еще варианты есть у кого? Я пока быстренько напишу про босс. Так, и нам еще понадобится линия чока. Чок у нас есть. Так, хорошо. Правильно. То есть, когда мы с вами, после того, как у нас сформировался IDM, мы пробили его и движемся выше, нам необходимо понять точку, где у нас будет босс. В данном случае данная старшая точка будет являться зоной, после которой мы смотрим, что происходит дальше. Мы ждем подтверждения босса. И совершенно правильно ребята подсказали, подтверждение босса в данном случае у нас будет вот на пробое вот этой свечи. То есть данная свеча сделала пересвип, но следующая зеленая свеча закрыла данную точку. Теперь у меня вопрос. Так, соответственно, мы подтвердили босс данной свечой, ставим старшую точку. Так, и сейчас вопрос ко всем, можем ли мы уже вот здесь поставить нижнюю точку. Мы находимся с вами в данном месте. То есть вот я поставлю здесь локальный хай, то есть мы с вами видим график до этой точки. Прости, пожалуйста. Только после того, как IDM мы сделаем, ставим точку. Если у нас в данной области правильный откат, мы рассматриваем вот эту зону. Да, есть он ниже. Давай рисуем. На палке. Рисуем. Так, еще варианты будут? Угу. Так, совершенно верно. Правильный откат. Да, Чингис, вы не увидели то, что, смотрите, есть свеча черная, и после у нее есть лой и хай. Лой мы не обновили, мы обновили только хай. Соответственно, данное движение является у нас вот в таком формате. Почему мы большое внимание уделяем правильным откатам? Потому что правильный откат в данном случае у нас является вот таким. То есть технически это все движение является одним, и мы с вами ищем от данной точки первый правильный откат. Совершенно верно. То есть IDM у нас сейчас находится здесь. И мы ждем дальнейшую реакцию цены. Мы с вами перешли сюда, где у нас IDM.
Так, Никита, мы еще тот кусок графика не видим. Мы видим только вот эту свечу. Все, понял, Да. сори. Все верно. Соответственно, мы с вами сделали здесь IDM, и у нас получилось вот это вот, давайте так, вот это пока еще свеча. Что мы сейчас можем сделать? То есть, когда мы увидели здесь IDM, мы смогли подтвердить точку. Так, что-то мне цвет не нравится, поставим вот такой. Вот эту точку. Соответственно, в данном случае, что мы можем сказать про вот эту свечу? Можем ли мы здесь уже написать босс? А мы там свипнули IDM, получается, или что? Ну, технически, да. Низ IDM здесь, то есть, да, мы сделали Ну sweep да, IDM. получается, босс можем написать там. Совершенно верно. То есть здесь у нас сейчас босс. Старшая структурная точка. Супер. После того, как мы с вами... После того, как мы с вами... Закрылась. Смотри, Жень, вот эту свечку, вот эта свечка закрылась телом над нашей зеленой. Соответственно, босс у нас уже подтвержден. Итак, мы с вами идем дальше. У нас есть движение, после которого у нас идет нисходящее движение. В данном случае вот эта свеча, которую мы сделали, я в своей практике ее не отмечаю как снятие IDM. То есть у нас есть одна свеча, которая продолжила импульс вниз. То есть технически для меня структура в данной зоне будет выглядеть вот таким вот образом. То есть вверх, и потом мы пошли вниз. Так, здесь сюда и сюда. Соответственно, данную точку я не буду выделять как IDM. Да, все верно. Если я здесь не выделяю IDM, где у нас будет вот по данной структуре IDM? Ну, получается, под предыдущим IDM у нас уже будет как чок, если мы ломаем его. Почему? И тогда, ну, структура уже на нисходящую меняется. Смотри, здесь у нас одно колено. Стоп. Нет, есть косяк. Смотрите, ребят, вот здесь вот есть чок, есть IDM. Ну да, супер маленький. Не увидел, да, сейчас немножко увеличу, чтобы всем было видно. Так, смотрите, пожалуйста, есть движение вверх, да, откат, дальнейшее движение вверх, после чего откат. Соответственно, уже здесь у нас в данной точке есть IDM. Вот этого я не увидел, поэтому нужно быть более внимательным. Надо запомнить, что на линке происходит такая штука. Соответственно, когда мы с вами сняли IDM, мы имеем право поставить нижнюю точку. Так, где у нас сейчас будет чок? То есть при пробое какой-то... Получается, под фиолетовой точкой верхней. Супер. Так, у нас здесь есть чок. И мы с вами, получается, данной свечой ломаем структуру. Вопрос. Когда мы с вами находимся на данной свече, давайте сейчас выделю... Так, когда мы находимся на вот этой нашей замечательной черной свече, где у нас будет первый правильный откат? Еще предложение? Супер. Правильно. Первый правильный откат, когда мы находимся на данной свече, находится здесь. Дальше мы с вами перемещаемся сюда. Где у нас правильный откат? Первый правильный откат. Мне были вопросы как раз в YouTube, задавали, почему первый правильный откат по данной структуре находится здесь. Правильный откат мы смотрим в контртренд. То есть у нас было движение в шорт, значит первый правильный откат мы ищем, если мы движемся с этой точки. То есть первый правильный откат, совершенно верно, ребят, будет находиться здесь. Так, и, соответственно, когда у нас есть первый правильный откат, нас интересует вот эта зона для понимания, что будет дальше с ценой. То есть я вроде бы... Так, здесь было совершенно верно даже, что есть пересвип движения вверх, поэтому на данном этапе нас интересует вот эта зона. Мы с вами видим, что, наверное, вот здесь был пересвип. Лой у нас 118, здесь
Так, 188, здесь 118. Да, совершенно верно. Получается, у нас есть пересвип. Соответственно, в данном случае мы видим с вами, что данная точка является нижней. И, соответственно, мы сейчас находимся вот так. В этом диапазоне мы его видим, где теперь наш будет первый правильный откат, когда мы обновили минимум. Угу. Есть еще варианты? Угу. Так, это я пока удаляю. Совершенно верно. Первый правильный откат у нас находится здесь. Наша структура с вами идет. Так, ну, совершенно верно. Мы перебили его. Да, ну, это видно уже невооруженным глазом. Наша структура с вами идет таким образом. То есть здесь внутренних свечей нет. И дальнейшее снижение вниз. Соответственно, у нас первый правильный откат находится в данной зоне. Согласны? Да. Супер. Так, соответственно, если у нас есть первый правильный откат и его пробитие, мы с вами можем поставить нижнюю точку. Отлично. После того, как мы с вами поставили нижнюю точку, наша задача смотреть, что находится вот в этом диапазоне. И именно здесь будем торговать. Если видим реакцию на IDM, смотрим, что будем дальше с этим делать. Соответственно, в данном случае мы пробили наш босс, поэтому у нас снова чок. То есть под данной паре можно посмотреть, что у нас однонаправленное движение, когда идет коррекция. У нас нет структуры по коррекции. Одна формация, одно снижение вниз, одна палка, поэтому идем дальше. Соответственно, что мы видим дальше? Дальше нас интересует по пробою вот этой свечи, где у нас первый правильный откат. Угу. Супер. Так, мы с вами ставим первый правильный откат и идем дальше искать. Дальше мы с вами видим, что нас интересует, когда мы нашли первый правильный откат и имеем хай, хоть этот хай еще, то есть он не может быть следующей структурной точкой. Да, у нас чок подтвержден, мы получили пробой, закрепились телом, но нас интересует теперь эта зона. То есть вот здесь IDM, здесь пробитие данной свечи. Что мы будем делать, когда мы пробиваемся выше этой свечи? Мы будем переносить наш IDM. Соответственно, наш IDM переносится в данную область. Нет, здесь пересвип есть, поэтому переносится в данную зону и наблюдаем за дальнейшей реакцией. Здесь у нас правильного отката нет, это внутренняя свеча белая, поэтому смотрим дальше. То есть здесь у нас пока пересвипа нет, и, соответственно, наша структура по линку находится вот в таком вот формате. То есть у нас с вами есть движение. Мы еще не можем поставить верхнюю точку, нижняя точка у нас известна, и мы с вами работаем вот в этой области. Можно ли здесь шортить с текущих? Технически пока нет. То есть мы с вами не подтвердили ни верхнюю точку, извиняюсь, не вот в этой зоне, а вот в этой, до нашего первого правильного отката. Мы с вами не подтвердили ни IDM, ни high, да, то есть, соответственно, с текущих шортить до нашей нижней точки, либо до нашего первого правильного ордер-блока является неправильным действием. И при этом мы не можем с вами и шортить до нашего IDM. Для того, чтобы сейчас торговать линк, необходимо расчертить линк на 4 часах именно здесь, как внутреннюю структуру. Но фактически я бы дожидался по данной паре либо пробой хая, либо пробой лоя. По-другому пока движения по линку я особо сильно не вижу. Вот. Понятно, почему я бы его пока не торговал. То есть для меня нет сетапа, скажем так, старшего таймфрейма. То есть у меня известна зона, у нас известно POE, мы с вами можем выделить наш первый правильный ордер-блок. Да? Первый правильный ордер-блок.
Дальше давайте так, вместе, где у нас находится крайний правильный ордер блок. Даже давайте немножко увеличу. Угу. Еще есть варианты? Так, раз один вариант, вы совершенно верно все отметили. Меня это очень радует. Супер. Мне кажется, за выходные вы очень сильно поднатаскались. Угу. Супер, совершенно верно. У нас здесь является наш крайний правильный ордер блок. Здесь мы начинаем анализировать с данной свечи, однако, к сожалению, здесь у нас, во-первых, у нас здесь даже нет имбаланса, совершенно верно. Дальше следующую свечу, которую мы анализируем, это будет вот эта свеча, но мы вот здесь вообще пошли вниз и начинаем анализировать с данной свечи. Здесь мы опять проходим вниз. Следующая свеча, которая начинает восходящее движение, она у нас здесь, но она уже у нас, то есть это и есть правильный ордер блок. Мы видим здесь между этой свечой и этой имбаланс, но она у нас митигирована. Соответственно, данную зону мы не можем воспринять как правильный ордер блок. Так, ребят, сотрите, пожалуйста, с экрана немножко. Вот, соответственно, мы должны перенести наш правильный ордер блок до вот этой свечи. Вот у нас есть свеча, после которой нет имбаланса, но она сняла ликвидность предыдущей. Соответственно, вот эти две свечи являются внутренние, соответственно, мы сюда переносим наш правильный ордер блок. Супер. Также еще я бы здесь отметил вот эту вот скрытую POI. Итого у нас на графике получается 3 зоны, от которых мы... и давайте еще отметим инженерную ликвидность. Где у нас инженерная ликвидность? Сейчас я остановлюсь. В каком графике, где у нас конкретно указана инженерная ликвидность? Так, угу. Угу. Все правильно. Евгений верно сказал. То есть вот наша инженерная ликвидность. Именно здесь также мы можем с вами получить реакцию. Итого у нас построен план работы по линку. Если мы с вами, то есть технически я себе даже поставлю напоминалку под эту зону и под эту. И после этого будем уже смотреть реакцию по данной паре. Нас интересует либо снижение до IDM, как работать в данной зоне, есть видео, оно закреплено в комментарии. Как работать с этими зонами, я запишу видео немножко позже. Вот. Ну, ребята, которые в Дискорде, они имеют доступ ко всем знаниям, которые здесь указаны. Супер. Так, что я следующее обещал? Здесь уже будет сложнее, потому что я это никогда не торговал на самом деле. Так. Линк, золото. Золото. Нет, золото я торговал. Ладно, это не та пара. Золото тоже хочу посмотреть на часе. Это уже даже больше для себя, потому что золото... Так, Женя, можешь стереть это желтое? Я не знаю, как это немножко стереть. Дополнительно... Может, вот так? Нет? Так, ладно, пока остановимся, там будем смотреть. Итак, золото 1 час. Что мы будем рисовать по золоту? По золоту начинаем со старшей точки. То есть мы с вами технически видим старшую точку здесь, младшую точку здесь. Почему младшая точка находится у нас в данной зоне? Поскольку у нас есть первый правильный откат. То есть технически у нас с вами здесь вот есть IDM. Блин, как же у нас удалить эти все штуки?
Это, наверное, могут удалять те, кто рисовал, скорее всего. Да, ну я ж, наверное, как хозяин конференции могу это тоже делать. Но если Там отключить можно, комментарии, но это вы не можете сейчас их писать, да? Ну, как бы я... там можно демонстрацию экрана отключить и обратно включить. И тогда, Включить. да. Так, хорошо, сейчас мы так и сделаем. Давайте так. Я, наверное, скрыть имена авторов комментариев. Так, я отключаю демонстрацию. И сейчас я запущу заново. О, супер, спасибо большое за подсказку. Так, идем дальше. То есть у нас есть, и когда вы будете делать действия на паре таких вот больших, в которых точно вы знаете, что была структура вверх, обязательно необходимо сделать следующее. То есть вы видите старшую точку, ищите первый правильный откат и ищите в зону, в которой был снят предыдущий правильный откат. То есть технически мы с вами видим движение этой свечой, мы сняли наш IDM и пошли выше. Здесь мы по-любому где-то на одной из свечей, наверное, вот на этой подтвердили наш предыдущий босс. Соответственно, вот здесь у нас была старшая точка. Мы ее пробиваем и идем выше. Поэтому у нас структуру мы точно знаем, что вот здесь у нас был чок на часовом таймфрейме по нашему золоту. И видим сразу же этой свечой мы его подтвердили. Наш чок. Да, господи, что у меня сегодня с этими большими буквами проблема. Соответственно, что мы с вами видим? Здесь у нас есть чок. Еще нарисую линию босса. Итак, идем дальше. То есть мы с вами подтвердили, где в данной зоне мы находимся в этой области, где у нас есть первый правильный откат. Так, есть кто живой? Есть. Ну, давай, Андрей, рисуй. А в какой зоне мы Ну, находимся? вот мы видим вот эту свечу. Давай я чуть-чуть увеличу. Мгм. Не-не-не, мы еще не дошли. Вот мы на черной свече, мы зеленую не видим. Да. Ну, тогда все верно. Вот тут вот, Мгм. да. Супер, отлично. Так, Андрей, здесь физически не может быть правильного отката. Объясняю почему. Мы с тобой видим только, ну, условно, когда у нас появилась эта свеча, да, то есть мы с тобой видим вот эту зону. Вот предыдущий правильный откат. То есть для того, чтобы нам сейчас поставить ниже правильный откат, чем вот здесь, да, давайте я сейчас его перенесу, нам необходимо пробить либо лой, либо хай. То есть мы сейчас ничего с правильным откатом не можем сделать. И очень часто в ваших домашних заданиях будут такие штуки, когда вы, как это называется, будете отмечать вот здесь правильный откат. Это совершенно неверно. Вы имеете право поставить правильный откат только после пробоя вот этой вот свечой. То есть и когда мы с вами пробиваем этой свечой, где у нас будет первый правильный откат. То есть вот, ну, я нарисовал блоком. Сейчас немножко остановлюсь. Угу. Угу. Еще варианты? Так, отлично. Так, Андрей опять аж не... Андрей, мы смотрим вот этот вот блок. Все, что дальше нас не интересует. И давай теперь объясни, почему, вот если даже мы видим с вами вот это движение, почему мы отсюда, так, сейчас, секунду, отсюда не переносим IDM в то место, где ты показал. Потому что мы не обновили вот эту точку. То есть, когда мы поставили IDM, наша задача смотреть вот это вот движение. Все, других задач у нас нет. И что мы видим? Мы видим с вами, что здесь мы взяли IDM и пошли ниже. Соответственно, что мы сделали? Мы с вами сделали не что иное, как босс. В данном случае босс у нас здесь, нижняя точка у нас находится здесь. Мы сразу подтвердили босс идеально.
Когда мы подтвердили босс, наша следующая задача найти снова IDM. Так, это я пока удаляю. Ищем наш IDM. Так, IDM у нас идет пробой здесь. Я вижу, наверное, IDM вот здесь вот у нас взят был. Сейчас увеличу эту область. Немножко сложная. Так, наверное, ну вот наш IDM был здесь. Я его передвину сюда, чтобы он, ну, был более виден. Но головой мы помним, что он находится здесь, хорошо? Вот. То есть почему он здесь? Вот у нас движение вниз. Вниз, вверх, вниз. И дальше пошли вверх. То есть вот здесь наш IDM. Ну ладно, хотя на самом деле можно и сделать так. Мы помним головой, что он у нас находится здесь. Соответственно, когда мы с вами взяли IDM, мы, во-первых, имеем право поставить старшую точку. Верхнюю, извиняюсь. Ого, как у нас без точек было. То есть аж вот здесь мы с вами поставили верхнюю точку. Так. Соответственно, мы с вами поставили верхнюю точку, мы знаем, что взяли IDM, мы получили движение вверх. Наше движение вверх без правильного отката. Соответственно, мы переносим IDM сюда. Здесь мы забираем ликвидность и движемся вниз. Здесь мы снова не подтверждаем наш IDM. Но мы с вами движемся вниз, создавая новый IDM. Вот у нас новый IDM, и поэтому мы смотрим за реакцией вот на эту свечу. Да, что-то мне вообще не нравится золото на часе. Будем продолжать анализ на 15 минутах, потому что посмотрите, какие два огромных движения. То есть у нас здесь идет, получается, 20 июля, и нижнюю точку мы подтверждаем 1 августа. Ну, блин, это не круто. Вот здесь мы тоже уже прошли кучу дней. Ну, на золоте нужно смотреть час, точно нельзя смотреть, это слишком размыто долго. Здесь мы также не подтверждаем с вами нижнюю точку, поэтому смотрим на эту зону. Здесь тоже не подтверждаем нижнюю точку. IDM у нас аж переносится вот сюда. Здесь мы перебили и high, и low, поэтому вот у нас здесь IDM. И только здесь мы с вами подтверждаем босс. Так, мы с вами подтверждаем босс. Вот у нас нижняя точка. Так, все верно. IDM снимаем, подтверждаем босс. Ну, нижняя точка, она у нас, получается, переносится, 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 и она будет у нас вот на этой свече. Вот. Так, ничего не напутал? Ну, вроде все правильно. То есть вот эта вот черная свеча, она у нас сейчас является боссом. И таким образом у нас есть вот такое вот движение длиной в бешеное количество дней. 2 августа, 9 августа. Не, ну это нереально. Это как-то... То есть мы будем здесь ждать движения вверх. Ну, здесь, с другой стороны, у нас красивые. А, нет, до ордер-блока не доходим, но мы даже не забрали крайнюю ликвидность. Ордер флоу только отработал. Не знаю, пока надо будет покопаться. Ладно, что дальше? Когда мы с вами пробиваемся вот здесь, где у нас будет первый правильный откат? Сейчас, одну секунду, выделю, где мы находимся. Мы сейчас находимся вот на этой свече. Где у нас первый правильный откат? Я опять не туда пошел. Так, Андрей, попытка номер 2. Да-да-да. Да, все верно. А я скажу, что нет. Сейчас, момент. Все. Вот. Так, сейчас оказался верным ответ Андрея. Да. Сейчас, секунду, правильно. Правильный откат у нас находится вот здесь. Соответственно, мы с вами имеем право поставить верхнюю точку. Так, наверное, я ее лучше быстрее нарисую так. Мы с вами получаем верхнюю точку. И что мы видим? Мы с вами видим, что мы свипнули эту верхнюю точку. Когда видим свип верхней точки, ну, свеча двинулась вниз, вверх, закрылась телом ниже хая предыдущей свечи, соответственно, это есть не что иное, как точка входа в шорт. На младшем таймфрейме мы с вами ищем точку входа в шорт с целью до нижней точки. Точно такую же ситуацию я добавлял в квиз, точно такую же ситуацию мы сейчас увидели на евро.
То есть, да, сделка, конечно, на часе и больших таймфреймах, хотя там было 15 минут, кстати, на этих таймфреймах вот такие движения, когда мы забираем структурные точки, занимают от там 1 дня до нескольких дней, но в любом случае мы с вами должны понимать, что здесь у нас была четкая точка в шорт. Конечно, 15:00 это 15 предновостное время, либо здесь была новость, поэтому, конечно, не факт, что мы бы ее споймали по красивому сетапу, но здесь точки в лонг у нас ни в коем случае не было. Идем дальше. Соответственно, здесь у нас данную зону мы просто отмечаем как свип, то есть снятие ликвидности. Здесь, ну, мы пока ничего не отмечаем, где у нас там подписан босс, чтобы заново не рисовать. Идем дальше. Так, смотрим, где у нас здесь будет босс. Давайте так, где мы сейчас находимся на любой свече, где у нас подтвержден босс. Отметьте мне, пожалуйста, свечу, которая подтвердила босс. Так, а если внимательнее? Угу. Правильно. Смотрите, здесь у нас хай 170, здесь 195. Соответственно, вот здесь у нас будет первый правильный откат. Так, получили первый правильный откат. Соответственно, когда получили первый правильный откат, ставим структурную точку. Так, и мы с вами получили пробой данного отката, соответственно, ставим верхнюю структурную точку. У нас первый правильный откат. Мы находимся с вами вот на этой свече. Сейчас перенесу. Вот на этой свече мы находимся. Угу, совершенно верно. Здесь у нас есть первый правильный откат. Мы с вами видим его свип и дальнейшее движение вниз. Вот на этой свече мы с вами подтверждаем наш замечательный босс. Соответственно, сейчас что мы с вами имеем по данному инструменту? Сейчас у нас с вами идет вот такая вот структура. Мы подтвердили нисходящее движение. У нас есть IDM. Соответственно, мы имеем право с вами поставить верхнюю точку. Мы с вами ставим верхнюю точку, и наша задача сейчас наблюдать за реакцией цены. Технически у нас идет шорт, да, то есть у нас шортовая структура. Однако то, о чем я вам уже давным-давно говорю в утренних обзорах, это вот эта наша замечательная трендовая ликвидность. И по характеру движения рынка она у нас будет, так, ну, наверное, я ее вот так как-то нарисую, потому что здесь нужно много ее рисовать, то есть здесь будет своя трендовая, здесь можно более там шире сделать. Когда мы ее пробьем, я уже построю там у себя трендовую ликвидность вот по этим двум точкам. То есть вот эта точка, а может, кстати, можно будет еще даже, да, наверное, вот так будет правильно поставить ликвидность. Ну, то есть ликвидность — это не зона, в которой вы будете входить в шорт и в лонг. Ликвидность — это та зона, в которой стоят стопы других участников. И нас будет сейчас интересовать на часовом таймфрейме по золоту вот эта зона. Для меня на данном этапе это очевидная ликвидность, за которой по-любому стоит огромное количество стопов. Соответственно, с текущих я бы рассматривал, ну, поскольку мы видим здесь поглощение, здесь 3 свечи полнотела, если эта свеча закроется полнотела, здесь будет полный сетап поглощения, и, возможно, без больших откатов мы пойдем прямо в эту зону. То есть технически здесь похожая ситуация, аккумуляция, дистрибуция, как там, AMD, короче, да, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Соответственно, вот у нас есть аккумуляция, вот у нас есть манипуляция, и дальше будет дистрибуция. Дистрибуция будет идти до вот этой точки. Ну, это минимум. Цель по данному движению минимум находится у нас вот здесь. Так, идем дальше. Сейчас мы потихоньку будем немножко больше ускоряться. Дальше я обещал посмотреть нефть. Нефть. Единственное, мне никто не прислал правильный тикер нефти, поэтому она в индексах ищется. Бренд. Наверное, так пишется, правильно? Бренд. Да, Так. А где его смотреть? Какой правильный будет бренд? Короче, берем самый первый. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. Блин, на Анде, наверное, неправильно смотреть. Ладно, короче, беру Oil Spot. Вот. Наверное, вот это будет круто.
Там, где спот, мне кажется, будет всегда более правильно. Так, оставлю в индексах, ничего страшного. Если я не прав, не обижайтесь, пожалуйста. Так, бренд, как у нас вообще выглядит? Как у нас выглядит бренд на минутках? Как он торгуется? Бренд выглядит на минутках превосходно. На 5 минутках он выглядит также превосходно, поэтому мы с вами можем нарисовать структуру 1 часа. Так. Там еще был запрос на серебро. Я, наверное, серебро ставлю на следующий стрим. Сделаю серебро, когда у нас там будет. Спланируем, может, к концу недели, в четверг еще раз сделаем. Так, здесь будем более быстро делать, да, потому что и так мы уже почти час сидим. Плюс нужно еще с ребятами отдельно пообщаться, с новыми, кто пришел в Discord. Так, что мы с вами видим? У нас вот здесь последнее нисходящее движение, соответственно, здесь мы ищем структурные точки. У нас идет, вот здесь я вижу IDM. Здесь мы отмечаем нижнюю точку. Здесь у нас, ух ты. Здесь, ну, сейчас пока брошу ее, хочу цвет поменять, чтобы мы видели low high. Блин, какой-то здесь у меня был более... О, супер. Так, смотрим, есть IDM, где мы последний раз получили правильный откат здесь, поэтому здесь старшая точка, супер. Здесь у нас будет пробой, это будет являться чоком. Здесь мы не смотрим старший таймфрейм, потому что инструмент более волатильный. Здесь нас интересует просто движение от, ну, истинный чок, истинный босс. То есть мы не смотрим пои старшего таймфрейма. Так, здесь у нас еще надо пометка босс, есть у меня IDM. Все, идем дальше. Так, что мы с вами видим? Мы с вами видим здесь первый правильный откат и его дальнейший пробой. Если у нас здесь босс, есть. Поэтому мы с вами отмечаем вот здесь структурную точку. Правильно? Сейчас проверю. Нет, что-то я несу ерунду. Мы с вами еще не сделали чок. Это является внутренняя структура. То есть, что вот здесь у нас происходит, нас особо не интересует. Так, я верну только босс, потому что данная зона является внутренней структурой. То есть, вот это вот движение внутри, оно внутреннее, подструктура. Поэтому нас это не интересует. После того, как мы с вами сделали босс, наша задача найти первый правильный откат. Первый правильный откат у нас будет... Так, почему я его удалил? Вот здесь. То есть мы, когда сделали наш босс, мы откатились ниже, и дальше мы подтвердили наш IDM. Так. Нет, неправильно. Здесь у нас получается откат одной свечой. Мы спускаемся, то есть мы пробили IDM и пошли дальше. Но поскольку мы откатились одной свечой, мы пока не можем даже при пробое босса подтвердить его. Поэтому мы IDM переносим сюда. Когда мы с вами будем практиковаться по теории, по нашему первому занятию, мы как раз этот момент будем разбирать, почему здесь нельзя ставить. То есть здесь тоже внутренняя структура рисуется. И только вот в этом моменте мы с вами можем поставить старшую точку вот на эту зону. Вот здесь у нас будет наконец-то босс. То есть вот интересно, конечно, инструмент движется. Дальше наша задача искать первый правильный откат. Он у нас, получается, будет вот здесь. И мы его пробиваем вот так. Угу. Поэтому мы с вами ставим структурную точку. Идем дальше. То есть сейчас нас интересует, что будет происходить между нашим боссом, да, то есть поскольку мы уже здесь пробили правильный откат, мы поставили структурную точку, мы ищем цену вот в этой области. Нас интересует, что будет дальше. Первое, что у нас произошло с ценой, мы пробили наш босс, соответственно, смотрим дальше. Дальше наша задача найти IDM. Мы с вами ставим IDM сюда и наблюдаем. Мы пробились, но не сделали других правильных откатов, поэтому переносим IDM сюда. Пробились, вот наш будет правильный откат. Блин, такое ощущение, что все участники, которые смотрят в YouTube, начали мне писать в Telegram. Надеюсь, я там не сделал какую-нибудь большую фатальную ошибку. Если сделал, простите. Я в Telegram отпишусь, что здесь был неправ. Так, я здесь не поставил структурную точку. Получается, мы, поскольку пробили IDM и закрылись выше босса, здесь у нас уже нижняя точка.
Почему быстро делаю? Мы с вами уже всю теорию на самом деле в этой теме разобрали. Здесь у нас идет правильный откат, вот он находится, поэтому мы здесь с вами сделали чок. Так, где наш чок? То есть вот в этой точке у нас чок. Угу. После того, как мы сделали чок, нам необходимо найти первый правильный откат. Чтобы было интереснее смотреть, мы находимся вот на этой свече, где у нас первый правильный откат. Угу. Андрей? Ну, я не успеваю, да, все правильно. Так ничего страшного, что ты не успеваешь. У тебя карандаш, он не зависит от других. Рисуем. Соответственно, у нас есть первый правильный откат, но мы с вами видим, что мы снова делаем чок. То есть, когда мы сняли первый правильный откат, нас интересует взаимодействие с локальным лоем и хаем. Здесь у нас сразу же есть чок, и мы с вами пробиваем. Важно вот здесь посмотреть. Здесь что у нас? Не важно, потому что мы сделали свип. Так, идем дальше. Технически у нас IDM находится вот здесь. Смотрим, что здесь происходит. Здесь, видимо, опять какие-то новости. Мы летим в небо и видим с вами вот этот откат, который был пересвипнут, и мы пошли выше. Соответственно, мы с вами подтверждаем. Так, перешли. Так, где наш босс? Че, удалил, что ли? Гайс, я снова здесь. Сори. Так, привет. Ну, если будут вопросы, пересмотри, там как раз по золоту очень интересно. Хорошо, спасибо. Да. Ну, как бы там то, что я говорил про 15 минут, оно полностью подтверждается, поэтому золото тоже можно вообще лонговать там, походу, очень сильно. Я еще завтра на разборе посмотрю, как час у нас выглядит. Так, соответственно, здесь мы, когда забираем IDM, мы подтверждаем... Так, уже слишком много заговорился. Короче, я просто поставлю точки, потому что сейчас скажу неверно. Факт, что у нас здесь босс, здесь у нас нижняя точка, поскольку мы получили дальше IDM. Так, вот наш IDM, переносим его выше. Здесь у нас правильного отката пути нет, хотя кто-нибудь уже бы его рисовал вот здесь. Если вы не знаете, как найти индикатор, перейдите в Telegram, посмотрите в одном из закрепленных сообщений. Так, здесь у нас правильного отката нет, переносим сюда. Здесь правильного отката нет, переносим сюда. Здесь, так, мы не пробились. Сейчас нарисую здесь просто линию, чтобы я видел глазами. Так, вот у нас. Соответственно, в данной зоне мы смотрим, вот, наверное, наш правильный откат. Лой у нас 0,1, здесь лой 0,1. Но у нас идет снятие сверху, поэтому данную зону можно уже отметить как IDM. Мы с вами пошли ниже. Забрали наш первый правильный откат, соответственно, здесь у нас можно выделять... нельзя выделять, потому что у нас еще не было подтверждения босса. Мы с вами рисуем вот здесь вот точку, и только здесь у нас уже будет подтвержден босс. Все верно. Так, мы с вами получили босс. Дальше мы с вами что видим? Мы находимся с вами вот на этой зеленой свече. Где наш будет IDM? Сейчас покажу. Вот здесь. Где наш IDM? Так, есть кто живой? Да. Где конкретно покажи? Никита, вот мы находимся в этой точке. Вот, Да. мы дошли до этой свечи. Где наш IDM? Вот он. Угу, отлично. Сразу видно, кто прошел практику. Блин. Но больше всего меня на самом деле Чингис радует, потому что прям очень сильно подтянулся. Очень. Прям почти все были точки идеально верно указаны. Так, мы с вами видим, что у нас здесь IDM, но мы с ним не взаимодействовали, обновили high, получили IDM здесь. IDM у нас здесь, мы его пробили. Поскольку мы нарисовали IDM выше этой точки, мы уже ставим нижнюю точку. И в тот момент, когда мы пробиваем IDM, мы сразу же и делаем чок. Так, есть у нас подписан чок. Соответственно, у нас есть здесь чок. Здесь у нас старшая структурная точка.
Смотрим дальше. Так, мы с вами находимся вот на этой свече. Андрей и Чингис, больше всего ваше мнение интересует. Где у нас первый правильный откат? Красавцы. Вообще супер, молодцы. Верно. Наш первый правильный откат здесь, поэтому мы с вами ставим структурную точку. Ну, Никита, если ты тоже не знал, вдруг ты неправильно, так что подключайся. Я здесь, я видел, да. Да. А то вы там все что-то втихаря спрятались. Так, что мы с вами видим? Мы с вами сделали ADM, соответственно, у нас старшая точка в любом случае подтверждена, поэтому смотрим за реакцией вот в этой зоне. Нас сейчас интересует движение отсюда до сюда. Что у нас произошло дальше? А дальше у нас бешеный флэт, в котором нужно будет рисовать внутреннюю структуру, но мы с вами видим снова чок. Идеально, получаем. Ты магнитиком пользуешься, что у тебя так на все время? Да, у меня всегда включен слабый магнит, и когда я вам хочу там, что-то нарисовать, я просто нажимаю Ctrl, Command на маке, и все. И плюс там Command, это ты нажал на эту точку, зажал Command, и ты типа продублировал. То есть если лень, нажимать Command-V. Так, хотел сказать, на обычном компьютере. На компьютере с Windows нельзя никого обижать, потому что есть покруче компьютеры, чем у меня, которые на Windows. На обычном компьютере зажимаете Ctrl, да, Ctrl, и тогда уже тоже либо магнит отмагничивается, то есть вот технически у меня линия, получается, прижалась, вот я выбрал инструмент, у меня автоматически прижалась, вот видите, ее подтягивает. Зажимаю Command, и она, где хочешь, рисует. То есть Command зажимая, получается, магнит не действует в этот момент, да? Да, если у тебя я просто отсюда, сейчас я покажу. Я как дурак все время магнит выключал, когда мне нужно. Смотри, Андрей, вот у меня здесь включен, получается, слабый магнит, да. Получается, если у меня включен слабый магнит, я подтягиваю к этой, и у меня автоматически притянулось к лою. Да, вот здесь вот притянул, правильно. И все. Я сейчас зажал Command, и видишь, оно автоматически вот здесь отключилось. Да, и теперь я могу ставить куда хочу. Все. Кто-то работает наоборот, кто-то отключает магнит, и когда нужно что-то притянуть, он зажимает Command. Вот я зажал Command, он типа включился. Но я пытался и так, мне удобнее нажать, и я знаю, что у меня всегда точка включена. Так, ладно. Сделали чок. Мы находимся с вами вот на этой свече. Где у нас первый правильный откат? Я пока... Да, давайте. Так, получается, здесь мы сделали потемщик. С этими фитилями, конечно, не особо там... Почему? Тебе фитиль вообще здесь ничем не мешает? По сути, вот же получается. Правильно, совершенно верно. Здесь у нас есть первый правильный откат, потому что мы его свипнули. То есть технически уже вот здесь, навряд ли бы мы вошли, конечно, здесь в сделку, но у нас есть точка входа в сделку. Соответственно, идем дальше. Если мы сделали первый правильный откат, наша задача что? Наша задача... стоп. Мы с вами здесь еще не подтвердили чок. Неправильно, значит, задача поставлена, значит, чок, IDM у нас переносится сюда. То есть, смотрите, у нас здесь, я почему-то увидел, что здесь подтвердили. Соответственно, данной свечой... нет, стоп, все правильно. Мы здесь подтвердили зеленой свечой наш чок, да, то есть мы закрылись выше этой свечи полнотела и спустились вниз. Дальше пошли вверх. Все, значит, у нас сейчас есть структурная точка сверху, но пока у нас нет, технически у нас чок подтвержден, и наша задача сейчас поискать, где у нас дальнейшее движение, где наш дальнейший IDM. Следующий наш IDM находится вот здесь. Мы его переносим, наблюдаем за реакцией от этого хая до этого лоя. Дальше мы видим пробой, соответственно, IDM мы переносим сюда. Все, начинаю заговариваться, поэтому нельзя больше так долго делать. То есть, когда мы с вами на практике, вы частично говорите,
когда уже рисуешь, то это... То есть мы пока здесь смотрим, что дальше, то есть босс мы пока даже не ищем, смотрим реакцию выше. Мы видим дальнейший пробой здесь пересвип, здесь у нас дальше подтверждение босса. Соответственно, IDM мы переносим пока сюда. Старшую точку ставим здесь. Так, сейчас продублирую IDM. Так, IDM подтвердили, соответственно, у нас есть нижняя точка, есть старшая точка. Нижняя точка у нас здесь. Так, если вы слышите кота, простите. Все good. Да. Так, идем дальше. Так, идем дальше. Дальше у нас IDM находится здесь. Здесь у нас получается одно нисходящее движение. Следующий IDM у нас аж находится здесь. Выше немножко IDM, вот здесь. Господи, что-то у меня с этими нижними точками, они куда-то постоянно пропадают. Так. Нет, здесь нет нижней точки, стоп. Снижение вниз. Движение вверх, нет. Так, сейчас запутался чуть-чуть. Мы с вами пробиваем эту точку, но у нас не было правильного отката. У нас есть правильный откат на этой точке, здесь мы подтверждаем босс. Соответственно, нижняя точка у нас находится здесь, старшая точка у нас... я просто неправильно на старшую точку... так, стоп. Но босс у нас подтвержден здесь. Этой свечой подтвердили босс. Все правильно, да, у нас пока нижней точки здесь нету, мы еще не пробили IDM. Все, начинает уже голова вариться вниз. Поэтому мы двигаемся с вами дальше. Здесь у нас есть старшая точка, у нас есть IDM. Наша нижняя точка ставится на нижнюю точку здесь. Наш откат. Так, помогайте, у кого свежая голова. Так, подожди, вот ты фиолетовую точку Что-то поставил я каким-то- запутался ниже. Здесь у нас IDM мы сняли. Мы не сняли IDM здесь. Босс. Да, Вот так. да, Мы, вот. все, мы его просто подтвердили. Это ж не является структурным. Мы подтвердили старшую структурную точку. Все правильно. То есть в данной зоне мы работаем отсюда сюда. Ищем Так здесь, IDM. наверное, нужно было, вот здесь вот нужно было, наверное, поставить точку красную сверху. Раз мы Так. подтвердили, то получается тут крайняя точка босс. Не, смотри, мы же его подтвердили. Мы не переносим. Я вот запутался. Слушай, я просто хотел его перенести зачем-то. Ну, голова не варит. Час. Рисуем с вами. Я хотел его перенести, но мы не имеем... почему я должен его перенести? Я просто его подтвердил. Я подтвердил, что старшая точка здесь. Не знаю, просто башка уже не варит, поэтому заканчиваем и идем отдыхать. Готовиться к следующей неделе, а я пойду смотреть, что там по биткоину, сколько я уже заработал. Вот. Так, смотрим дальше. То есть технически у нас здесь есть первый правильный откат, соответственно, мы с вами имеем право поставить нашу нижнюю структурную точку. И в этой зоне у нас будет с вами чок. Слушайте, довольно интересный инструмент. Единственное, мне не нравится, что он очень сильно свипает. То есть, здесь, конечно, приходится либо маркетом прожимать, понимая, что, зная специфику инструмента, нужно прожимать маркетом. То есть мы пришли, свип IDM, движение вверх, то есть технически я бы уже где-то здесь был в позиции. Потом меня заново выносит. Но, с другой стороны, я здесь тоже в позиции, и тейк сюда, наверное, интересно. Я потом после стрима еще посмотрю 5-минутку здесь, но мне кажется, будет довольно неплохо. Итак, идем дальше. Скоро мы уже закончим. Ой-ой-ой, еще чуть-чуть. Так, у нас есть чок. Отлично. После чока мы с вами смотрим IDM. Так, здесь у нас IDM я не вижу. Здесь у нас IDM вот, наверное, вот здесь. Правильно? Да, все правильно. Вот здесь вот наш IDM. Мы его пробиваем, поэтому ставим нижнюю структурную точку. Так, я сразу чок уже поставлю, раз его вижу. Вот, с магнитом не всегда удобно, когда он, это все очень близко, вот эти точки. Хотя это, наверное, с выделением неудобно. Вот, мы ставим нижнюю структурную точку, смотрим, что у нас происходит, смотрим, что у нас происходит чок. Чок у нас подтверждается на этой свече, поэтому мы с вами смотрим первый правильный откат. Первый правильный откат здесь, идем, супер, мне нравится, читается даже мысли уже. Первый правильный откат здесь, поэтому был пересвип, мы его ставим сюда.
Наша задача смотреть, что будет дальше. Дальше у нас есть откат ниже, куда мы получили реакцию. Давайте смотреть. Где в этой области первый... Давайте я увеличу. Где в этой зоне первый правильный ордер-блок? Вот в этой области меня интересует первый правильный ордер-блок. Чекс. Угу. Ну давай, Никита, ты еще раз. Красава. И обожаю всех. Так, и что мы с вами видим? Мы с вами видим реакцию от нашего первого крайнего ордер-блока. Соответственно, мы пришли в зону, получили реакцию, уже реакция начиналась. Хотя нет, здесь не было нормального отката, то есть мы закрепились под нашей инженерной ликвидностью, хотя она на самом деле коряво ее назвать инженерной ликвидностью, не думаю, что ее так можно будет называть. Это просто тень свечи, ну то есть свечная ликвидность. Инженерная ликвидность уже у нас будет вот заканчиваться здесь. Соответственно, тем более у нас, наверное, вот здесь есть правильно... Нет, он митигирован. Вот здесь вот наша POI, от которой можно было рассматривать первую точку входа. Хотя за ней инженерная ликвидность, я вот сегодня вам про это говорил, что, скорее всего, помнишь, Никита, утром мы когда общались в Дискорде там на созвоне, вот здесь я говорил, что очень часто мы такую ликвидность будем пересвипывать. Соответственно, мы получили ее свип, но здесь, наверное, лои равные. 85, 8, да. Супер. Вот это говорит о том, что мы, скорее всего... То есть вот наша инженерная ликвидность. Мы здесь сделали свип, но при этом у нас... так, не понял. Здесь лой у нас 85. Здесь... ну да, все правильно, 85. Когда мы оставляем вот такие равные лои, это значит, что ищи точку входа в шорт, потому что полетим ниже. Вот. Ну, по евро 100% так работает. Ну, на этом инструменте получается так же. Мы получаем точку входа. Ой, извиняюсь. Коснулся микрофона, наверное, было шумно. Нормально. Соответственно, мы с вами смотрим здесь, мы пробиваем дальше босс. Так, где мои надписи босс? Вот чего мне не хватает. Я уже потерял эти надписи босс. Я их не рисую, поэтому и пошла путаница, наверное, в голове. Глаза не видят. Так, идем дальше. Видим подтверждение босса. Здесь у нас первого правильного отката нет. Хотя посмотрите, как мы долго двигались. Это вот как раз вдобавок тем, кто говорит, что ну мы же когда-нибудь развернемся, когда-нибудь закроем, ну те, кто без стопа работает, мы же когда-нибудь вернемся забрать мой стоп. Ага, вот без правильного отката мы двигались и прям сделали босс. То есть до вот этой точки у нас не было правильного отката. Соответственно, мы IDM переносим ниже. Когда у нас появляется IDM, мы можем поставить нижнюю структурную точку. Так. Движемся дальше, ну и мы пришли в нашу зону. Соответственно, у нас подтверждена старшая точка и есть нижняя точка. Что мы с вами видим? Мы закрылись. Так, а почему мы здесь не можем поставить структурную точку IDM? Потому что это все внутри одной свечи. Совершенно верно. Это, помнишь, я утренний стрим начал в четверг, сразу всем ошибку показал. Типа такой умный чел, который сразу же начинает косячить. Вот, ну, главное признавать ошибки, это как раз ты ведь ее и увидел, правильно? Да, спасибо тебе огромное за это. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, что мы пробились под IDM, где наш первый правильный ордер-блок после нашего IDM, на самом деле он является и экстремальным ордер-блоком. При этом у нас с вами даже нет инженерной ликвидности. Так, по-моему, я вообще-то себе уже сегодня, поскольку на часе торгуем, я уже даже нарисовал... здесь нет, это ж разные эти. Так, 1 ОБ у нас получается. Так, соответственно, здесь у нас крайняя зона находится только здесь. Что мы можем выделить? Я бы еще выделил, конечно, вот этот order flow, в который мы уже пришли. То есть потенциальная точка входа в лонг, она уже сейчас у нас здесь есть. То есть в этой зоне можно уже искать точки входа в лонг. Конечно, на 5-минутке, наверное, нам не давали точку входа. Хотя нет, чок, откат, ликвидность. Вот здесь у нас структурная, дальнейшее движение вверх. Здесь, вот, наверное, у нас была структурная ликвидность. Так, что там? Лой 50, лой 50. Ну, я, поскольку не знаю инструмент, я бы, конечно, здесь маркетом нигде не влетал. Хотя, с другой стороны, вот это вот, смотрите, это же у нас есть не что иное, как скоп. То есть мы технически сделали свип, забрали эту свечу
И учитывая, что эти обе свечи сделали движение, ну, забрали какую-то ликвидность, то можно было бы все-таки смотреть на пробой, либо хотя бы на пробой вот этой свечи выставлять лимитку. То есть, ну, наверное, вот как-то вот так попробовать. Может быть, мы еще сняли здесь ликвидность свечой, посмотрим. Нет, мы здесь пришли в какую-то 5-минутную зону, коснулись вот этой тени. Ну, технически, да, можно было все-таки попробовать. Но это уже для уровня немножко ребят, которые больше тренировались и лучше знают инструмент. То есть формально я бы, конечно, посмотрел вот здесь вход, но стоп слишком длинный. То есть здесь очень длинный стоп. Что еще? Здесь правильного отката нет, здесь входа тоже нет. Здесь, ну, мне нравится что? То есть у нас есть все-таки крути не крути, у нас есть короткое импульсное движение, да, то есть и, так, сейчас мы сделаем там желтым цветом. У нас, так, рисуйся. У нас есть короткое импульсное движение и длинное шортовое движение, соответственно, коррекционное. Соответственно, это говорит о том, что мы все-таки будем идти в лонг. Поэтому оправдан ли вход после пробоя вот этой ликвидности? Я думаю, что да. Если бы вы ставили отложенную лимитку вот в таком ключе, я думаю, что это было бы оправдано. Ну и сверху там, по-моему, равные хаи. Ну да, и здесь огромное количество ликвидности сверху, да, то есть как минимум 1 к 4,5. Даже я вижу вот здесь ликвидность есть выше, вот край этой ликвидности, 1 к 5, здесь точка входа была. Я вижу, что по данному инструменту на младшем таймфрейме нет снятия IDM. Это, конечно, нужно просто экспериментировать, смотреть по большому количеству информации раньше. То есть открывать график и каждый вот так вот момент просматривать. Но фактически по моей стратегии, технически по стратегии хаба, не моей, я ничего не придумал. Я просто взял и понял это. Подсмотрел у многих и понял. Да, я не Арам, который рассказывает, что это все он сделал. И я сегодня как раз посмотрел, по-моему, по евро он делал обзор. Я немножко подумал, что что-то он изменяет в своей стратегии. Возможно, за него кто-то сейчас начал писать точки входа отдельно. Вот, потому что там уже немножко не по хабу стратегия была. И супер, точка входа такого формата. Вот, ну, конечно, блин, хотелось бы что-то больше для входа. Вот, таким образом у нас с вами на часе получается такая замечательная структура по нефти. Если есть желание рассмотреть пары, которые мы сегодня не рассмотрели, пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, будем разбирать в следующем видео.